Всем привет! Вы часто спрашиваете меня, какой лучший набор выбрать, что лучше купить, и я решил такой записать сравнительный обзор всех имеющихся сейчас в продаже наборов. За основу я взял новый каталог второй половины 2016 года, поэтому наборы, о которых я буду говорить, они реально сейчас стоят на полках, их можно пойти и купить, не заказывая там через интернет какими-то сложными способами. Естественно, все, что я сейчас буду говорить, это лично мое мнение, я его никому не навязываю. Итак, для начала нужно определиться с целью покупки. То есть, что вы хотите делать с этим набором? Поставить на полку, или играть в него, или на детали разобрать. Потому что, в принципе, именно это и определит выбор. По поводу поставить на полку, конечно, трудно советовать, о вкусах не спорят. Кому-то нравятся спорткары. Здесь есть спорткары, да. Кому-то нравится какая-то строительная техника. Естественно, это каждый выбирает под себя индивидуально. По поводу играбельности тоже вопрос такой очень специфический, субъективный. Тем более, что все-таки рекомендуемый возраст тут моему не соответствует, поэтому мне трудно оценить порой играбельность этих наборов реальную. Поэтому я, наверное, сконцентрируюсь на, во-первых, интересности сборки, на механизмах и, естественно, подробно расскажу про то, какие где есть полезные детали. Я не буду говорить конкретно про каждый набор, так что не пугайтесь, это будет не очень долгий обзор. Что касается сложности механизмов, то тут закономерность довольно простая. Чем крупнее набор, тем там больше всего интересного. Конечно, есть исключения. Например, если брать такие из средних, от Dragster, мне кажется, исключение. В нем только двигатель V8. При том, что, например, в гораздо меньшем карте даже коробка передач есть. В баге 42037 подвеска есть. То есть, с точки зрения механизмов, вот Dragster однозначно попроще. Вертолет, тоже топовый набор первой половины до этого года. Ну, тоже нет там ничего сверхсложного. Все довольно простенько. При этом кран, который сейчас, по-моему, дешевле, синий, 42/42, он на порядок сложнее. Там все очень прикольно работает, как в реальной машине. Ну и, естественно, флагманы очень интересные в сборке. И Arax, и роторный экскаватор. Содержит уйму всего прикольного. Про Volvo, наверное, так сказать нельзя, все-таки попроще, но он еще свои лавры сегодня возьмет. Ну и, само собой, нельзя обойти стороной новый трактор 42054 с его оригинальной рулевой системой, поворотной кабиной. Очень такая модель необычная, действительно интересная, потому что в ней есть много чего такого, чего просто раньше еще не было в Lego Technic. Ну и теперь самое интересное – это детали. Начну, конечно, с Power Functions, системы дистанционного управления, которая представлена в полном варианте здесь только в одном наборе. Это Volvo 42030. В этом году мне кажется, все ожидали выход новой дистанционно управляемой модели. И, в общем-то, я был уверен, когда увидел, что Porsche 300 баксов, вот он, дистанционно управляемый спорткар. Ага, конечно. Итак, Volvo. Это единственный вариант, если вы хотите не покупать там по частям откуда-то через интернет детали, сразу приобрести комплект дистанционного управления Lego Technic. Я не знаю, сколько он еще будет оставаться в продаже и придет ли ему что-то на замену. Я видел в анонсе первой половины 2017 года RC Track от Vehicle, или как там, в общем, гусеничный RC какой-то там, драндулет. Я не уверен, что эти RC означают Remote Control. Зная Lego, это может быть вполне вероятно какой-то обманкой, учитывая то, что вроде цена анонсирована 80 баксов всего. Что-то я сомневаюсь, что там будет дистанционное управление, поэтому кому оно надо, берите Volvo, пока он есть. Ну и я думаю, что я еще не делал на него обзор, я сделаю в ближайшее время на него обзор, потому что действительно получается, что модель-то заслуживает этого. Есть много наборов, в котором просто моторчик и батарейный блок. Я даже не буду сейчас все перечислять, списком просто приведу. Один набор с XL мотором, вот есть L, мотор M-ки. Они такие, получается, бесполезны, если вам не нужно именно дистанционное управление, да. Это просто, наборы с функциями, их ради электрики ты не будешь покупать, потому что,
там, кран покупать за сколько там, 7-8 тысяч ради мотора, ну никто не будет этого делать, конечно. Поэтому это, я бы даже не сказал, что это доноры, да, электрики, но это просто моторизованные модели. Перейдем к пневматике. Пневматика у нас представлена теперь двумя наборами. Это новый экскаватор Volvo и прошлогодний Arax. В Arax побольше пневматики, побольше на один, да, цилиндр, длинный, тонкий. Я ожидал, что в новом экскаваторе тоже эти новые цилиндры появятся, но, к сожалению, они не появились, и, в общем-то, видимо, этот цилиндр станет очень редким, очень дорогим, если не выйдет с ним снова наборов. Ну, в экскаваторе два больших пневматических цилиндра, 3 выключателя и один малый. В Араксе, соответственно, добавляется еще один цилиндр и еще один выключатель. И там есть маленькая помпа, плюс в экскаваторе есть еще большая новая ручная помпа. Ну, экскаватор примерно в 2 раза дешевле. Ну, еще обычно интересуют элементы подвески. Здесь довольно много наборов с амортизаторами. Правда, нету сейчас, получается, в ассортименте длинных амортизаторов жестких. Есть только мягкие, в мотоцикле 42036 2 штучки, а в остальных всех моделях короткие амортизаторы. Ну, есть и мягкие, и жесткие. Мягкие в арктическом грузовике, а жесткие и в баге 42037, и в Лимане 42039. В Арксе есть и такие, и такие. Их там целых 8 штук. В общем, наверное, и все по подвеске. Ступицы новые есть в серии у меня 42054. Они очень удобные. Я сначала сказал в обзоре, что, мол, они там примерно такие же, как старые. Но нет, конечно, намного удобнее их крепить. И к ним крепить тяги. Очень полезное нововведение. Надо еще сказать одно. Я тут с удивлением обнаружил в каталоге Porsche 42056. Обычно эксклюзивы в наши каталоги не добавляют. Я эту модель в руках еще не держал, но на основании обзора, который я видел, могу сказать, что модель хорошая, но с завышенной ценой и завышенной их ценой. А наша цена, она еще в 1,5 раза завышена. Но вот, честно, я бы не рекомендовал у нас его покупать. Ну вот жалко эти огромные деньги отдавать за такой набор. Я сам планирую его из границы притащить, еще подожду, пока он подешевеет. И, наверное, тогда его себе приобрету. Ну да, в нем много полезных деталей, и куча панелей, и амортизаторы, и новые диски с вылетом. Но очень дорого. Надо, наверное, какой-то краткий итог подвести. Конечно, нет универсального донора, но я вот хотел бы выделить такие наборы, на мой взгляд, самые такие крутые, в которых вот прям очень много всего. Во-первых, конечно, это новый роторный экскаватор. Ну, больше 120 шестеренок, это уже говорит кое о чем. К серии он тоже прикольный. Интересный новый экскаватор с пневматикой. Arax, великолепный донор. В нем и подвеска, и пневматика, и куча шестеренок, и панелей много. Volvo, лучший донор по электрике, единственный по дистанционному управлению. Кран 42042. Тоже великолепный, интересные механизмы, много шестеренок. Вертолет хороший донор панелей. И самолетик 42040. Тоже хороший донор панелей, при этом недорогой относительно. Многие наборы, конечно, тоже имеют всякие полезные детали. Кому что подойдет, трудно сказать. Я, кстати, рекомендую, сам пользуюсь сайтом breaker.ru. Там можно посмотреть почти все наборы, там только самые новые не сразу появляются. Прям состав деталей, поэтому можно оценить, насколько он может быть полезен. Там можно искать детали, которые вам нужны. Вы можете посмотреть, в каком наборе она встречается. Очень полезный ресурс, я рекомендую, он тоже поможет вам определиться с выбором. Ну и, пожалуй, пора заканчивать. Я уже тут наговорил. Хотел коротко, а получилось как обычно. До скорого!